Ну вот, вы здесь, стоя на поверхности Марса. Это исторический момент, так как вы первый человек, который когда-либо ступил на эту загадочную красную планету. Ваши задачи уже ждут вас. И первая миссия заключается в исследовании места, известного как кратер Джазерро. В то время как вы пробираетесь через густую ржаво-коричневую пыль марсианского ландшафта, внезапно вы спотыкаетесь о что-то твердое и чуть не падаете. Берясь за равновесие, вы решаете наклониться и более внимательно осмотреть объект, который заставил вас потерять концентрацию. И тут ужас охватывает вас. Вы видите череп. Он пристально смотрит на вас своими мрачными пустыми глазами. Чей же это череп? Возможно, это принадлежит древнему марсианскому динозавру или представляет собой останки какого-то существа, которое когда-то обитало на этой планете, выходящего из давно потерянной цивилизации. Тем не менее, это не вымышленная история, а лишь гипотетическая ситуация, которую мог бы описать робот НАСА по имени Упорство, если бы он обладал способностью говорить и имел сознание. Этот удивительный ровер действительно нашел что-то странное на Марсе, но это не настоящий череп. На самом деле уникальные камни, похожие на череп, стали предметом обсуждения среди ученых. Они выглядят так, будто исчезли из другого мира, настолько неуместны они здесь, на Красной планете. На данный момент Упорство исследует краску большой пустой области в форме буквы «Б», известной как кратер Джазерро, который имеет свою историю и загадки. Ученые полагают, что миллиарды лет назад этот кратер мог содержать величественное озеро, полное жизни и экосистемы, которая когда-то процветала здесь в условиях, подобным земным. Пожалуй, это было время, когда на планете царили реки, озера и даже могли существовать океаны, когда вся атмосфера была насыщена влагой. С декабря 2024 года ровер медленно спускается по крутому слону, известному как Холм-Вич-Хейзел. Эта миссия имеет жизненно важное значение для марсологов и астрофизиков, ведь специалисты надеются, что этот холм может хранить в себе тайны о том, какой была атмосфера и климат на Марсе миллиарды лет назад. Это может помочь нам понять, как изменялась планета и почему она перестала быть обитаемой. 11 апреля 2025 года в ходе очередного этапа исследований Упорство остановилось на месте, где ученые обратили внимание на необычное соединение двух разных видов камней. Один из них был светлого цвета, а другой темного. Это наблюдение привело к тому, что они и обнаружили странный камень, который позже именовали «Холм черепа». Этот камень выделялся на фоне остальных благодаря своей темноте и острому силуэту. Но самая жуткая деталь заключалась в том, что он был покрыт множеством мелких отверстий, что сделало его настоящим кошмаром для людей, страдающих от трипофобии. НАСА быстро поделилась этой находкой в своем блоге, подчеркивая, что холм черепа не имел ничего общего с остальными камнями в этом регионе. Область, в которой Упорство сделало свое открытие, называется Порт Ансон. Ученые полагают, что многие камни, которые они обнаружили там, изначально не возникли в этом месте. Они были перенесены многими природными процессами из других мест, возможно, миллионы лет назад в результате вулканической активности или эрозии. Но как именно произошла эта миграция и что вызвало ее? Не спешите делать выводы.
Это не означает, что мы обязательно найдем других существ или разумные формы жизни на Марсе. Эти типы камней, которые мы обсуждаем, известны как флоты. Это каменистые образования, вероятно, перемещавшиеся по поверхности Марса многие миллиарды лет назад, когда планета была теплой и влажной, с обилием воды. С течением времени, когда вода начала иссыхать, а мягкий грунт вокруг этих камней постепенно стирался, более прочные и твердые камни остались на поверхности, создавая мощности геологических формаций, которые мы наблюдаем сегодня. Сейчас ученые пытаются разобраться, как именно образовались странные отверстия на холме Черепа. Одна из популярных теорий заключается в том, что маленькие частицы камня метались под воздействием ветра и со временем изнашивались, оставляя за собой маленькие углубления и отверстия. Вторая гипотеза — это воздействие марсианских ветров, которые, как известно, переносят пыль и мелкие камни, могли медленно шлифовать поверхность холма, создавая отверстия, как наждачная бумага. Холм Черепа, темный на вид, сначала вызвал у ученых предположение о том, что это может быть метеорит, который попал на поверхность Марса из космоса, но дальнейшие исследования с помощью системы суперкам-упорства показали, что химические составляющие этого образца не соответствовали ожидаемым показателям метеоритов. В конечном счете эксперты пришли к выводу, что холм Черепа, скорее всего, является вулканическим камнем. На обоих планетах, как на Земле, так и на Марсе, темные вулканические янтарные породы получают свой глубокий цвет благодаря минералам, таким как оливин, пироксен и биотит. Если холм является вулканическим образованием, то он мог произойти от старых лавовых потоков, которые располагались в непосредственной близости, но очень сильно изменились, или, возможно, он мог быть выброшен в результате сильного удара, подобно столкновению с астероидом, которое привело к тому, что вулканические камни выбросились из недр Марса. Что ученые сейчас делают, так это пытаются использовать уникальные возможности упорства для анализа материалов и химического состава марсианских проб. Эти исследования дают возможность соответствовать определенным параметрам для расшифровки истории главных каменных образований. Ровер занят, и это не без причины. За короткий промежуток времени, всего за несколько месяцев, он смог собрать образцы с 5 разных камней, уделив пристальное внимание 7 камням, а также осуществить лазерную проверку 83 камня, чтобы узнать о них детали и характеристики на расстоянии. Это самый быстрый темп исследования с тех пор, как ровер приземлился на Марс 4 года назад. По крайней мере, на это указывает лаборатория реактивного движения НАСА. Обычно, чтобы найти интересный камень в кратере, может понадобиться несколько месяцев. Но на краю кратера, так называемом ободе, постоянно обнаруживаются интересные и необычные образцы. Ученые особенно взволнованы тем, что могут вернуть эти образцы с Марса на Землю и увидеть, найдут ли они признаки того, что когда-либо существовала жизнь на этой планете. Однако есть одна сложная проблема. План по возвращению образцов, называемый миссией по возвращению образцов с Марса, действительно является крайне сложным делом. Он потребует огромных финансовых вложений, и пока что он сталкивается с множеством задержек и проблем, поэтому образцы пока будут оставаться на Марсе и ожидать своего такси домой. Кроме того, существует еще один ровер, работающий над тем, чтобы помочь нам собрать больше информации о нашем соседнем мире.
Это Curiosity, который не так давно мог предоставить нам подсказки о том, что произошло с атмосферой Марса миллиарды лет назад. Плотная и богатая углеродом, атмосфера этого красного мира могла однажды быть домой к вечным источникам животворной воды. Ученые задаются вопросом, если когда-то на Марсе существовала жизнь и он имел теплые температуры, какие доказательства углерода остались после этого? Обычно планета, подобная этой, имела бы карбонаты, минералы, образуются в процессе взаимодействия углекислого газа с водой и породами, находящимися в почве. Однако на Марсе было обнаружено очень мало карбонатов, что до сих пор оставалось загадкой для ученых. Теперь, кажется, у них есть ответ. Новое исследование предполагает, что углеродистый минерал сантерит может скрываться внутри сульфатных слоев камней Марса. Замечайте, эти слои не всегда было легко обнаружить на спутниковых изображениях. Это может быть основной причиной того, почему карбонаты оставались незамеченными на протяжении долгого времени. На определенном этапе углеродный цикл на Марсе вышел из рамок. Камни начали поглощать больше углеродного газа, чем выделяли, что со временем могло привести к огромной утечке углекислого газа из атмосферы. Это вызвало общее охлаждение планеты и сделало ее непригодной для жизни, которая ее населяла. К моменту, когда изменение произошло, Земля была еще в состоянии поддерживать жизнь. Однако, когда углекислый газ начал превращаться в углеродный минерал сидерит, климат Марса мог превратиться в слишком холодный для поддержки жизни. Ровер Curiosity нашел углеродистые камни в кратере Гейл, области на Марсе, когда-то полной воды. Эти минералы также содержали множество солей, обычно образуемых, когда вода высыхает, и это подтверждает идею о том, что марсианский ландшафт претерпел множество изменений с течением времени. Он, вероятно, изменился с планеты с хорошим климатом на холодный и безжизненный мир, который мы наблюдаем сегодня. Если ученые смогут найти еще больше сидерита в других регионах Марса, это может помочь раскрыть тайну того, куда исчез весь древний углекислый газ. Однако это не единственное открытие Curiosity. У ровера есть набор уникальных инструментов, который называется СЭМ. То, что делает СЭМ особенно интересным, так это его способность изучать не только камни и почву, но также и атмосферу Марса. Одно из самых значительных открытий произошло, когда СЭМ исследовал образцы камней из кратера Гейл. Чудо для ученых заключалось в том, что он нашел органические молекулы. Органические молекулы имеют важное значение, поскольку они состоят из углерода. На Земле углерод – основа жизни, и все живые организмы, включая растения, животных и людей, состоят из углеродных молекул. Таким образом, обнаружение этих молекул на поверхности Марса заставляет ученых задуматься, является ли это доказательством того, что на Марсе когда-то существовала жизнь. Когда Сэм стал изучать газообразные включения более подробно, он обнаружил определенные закономерности в гремучих соединениях, таких как углекислый газ и метан. Эти особенности могли бы соответствовать ожиданиям существования микроскопических форм жизни, способных к созданию органических соединений в далеком прошлом. Но есть и другие объяснения, такие как динамика атомов. Эти молекулы могли образоваться в результате солнечного света, взаимодействующего с марсианской атмосферой, что в свою очередь означает, что жизнь на Марсе, вероятно, никогда не существовала. На данной планете светит мощное ультрафиолетовое излучение от Солнца, которое может разрывать и модифицировать молекулы, создавая новые. Таким образом,
Хотя у ученых нет четкого ответа на вопрос о наличии жизни, нахождение органических молекул на такой уникальной планете, как Марс, как минимум дает надежду и говорит о том, что у Марса были необходимые ингредиенты для жизни, даже если до сих пор не удалось подтвердить, существовала ли жизнь там действительно. Сейчас ученые продолжают использовать СЭМ и другие устройства Curiosity, чтобы изучать больше образцов и продолжать искать возможные следы жизни на Красной планете. Это всего лишь начало длительного и захватывающего пути, полного открытий и возможностей, которые могут изменить наше понимание Вселенной. На этом мы завершаем сегодняшний выпуск. Если вам понравилось и вы удовлетворили свое любопытство, не забудьте поставить видео лайк и поделиться им с друзьями. Если вам нужно больше информации, просто нажмите на эти видео и оставайтесь на правильном пути.